Друзья, всем привет! Меня зовут Ренат, вы на канале Ренат Строит. В сегодняшнем выпуске я хочу вам предложить посмотреть то, как я строю свою баню. С самого начала, вот давненько я о ней не вещал, не показывал. Да, сейчас уже конец февраля, вот скоро весна, погода у нас снежок, дождь, все тает, снег садится. Сейчас разверну камеру и покажу вам, сколько снега у меня уже на участке нападало. Вы можете видеть на крыше бани снега тьма. Вот, сейчас я стою на террасе, на основании террасы. Вот, у меня здесь перед баней огромнейшая терраса. Те, кто подписан на мой телеграм, уже видели ее. Еще не смонтирован только настил. Осталось монтировать настил, но это будет чуть позже. Как эта терраса делалась, помимо этого всего, в этой террасе будет встраиваться бассейн. Вот своеобразный такой курорт на даче у меня будет. Стараюсь все облагородить так, чтобы была полнейшая красота. Терраса выглядит вот в таком формате. Смонтированы сваи, обвязаны, вот, и наварены лаги. Вот бассейн, как раз вы можете видеть вот это пятно. Сейчас не особо понятно, размерами 3×5. Вот, сама банька выглядит вот в таком формате. Витражное остекление в стиле Барна. Вот. Полы там уже тоже делаются. И одно из самых важных, полы должны быть хорошие, качественные, ровные, чтобы по ним было приятно ходить. Вот. И, соответственно, я бы вам рекомендовал сейчас обратить внимание на ламинат влагостойкий от компании Эгер. Приобрел себе ламинат компании Эгер для того, чтобы смонтировать на первом этаже. Вообще в доме у меня пол застелен шпунтованной доской, но все бы ничего. С появлением Ханны он начал приходить в негодность, потому что она бегает, играет, и лакокрасочное покрытие приходит в негодность, царапается, и выглядит все это непрезентабельно. По этой причине решил сделать ламинат. Выбор пал на ламинат компании Эгер. Не просто так. Ламинат влагостойкий. И его можно монтировать во влажных помещениях. Хорошая износостойкость, высокий класс прочности. И что немаловажно, огромная линейка цветов. Лично мне понравился декор дуб муром. Или просто EPL 139. В одном из следующих выпусков я обязательно покажу, как я его монтирую. Также оставляю ссылку в описании под роликом. Переходите, приобретайте. В бане у меня сейчас небольшой раздрай. Строительный процесс идет. Везде инструмент. Есть строительный мусор, который еще не вывезен. Буквально недавно залил полы в парилке, наливной пол. Вот мешочки здесь у меня лежат такой стопкой. Печка уже установлена. Но давайте начнем сначала. Буквально чуть больше года назад, в 23 году, мне смонтировали фундамент свайно-винтовой. Размер каждой сваи 108 мм в диаметре, 4 метра длиной. Вот, размеры свайного фундамента 5 на 8 метров. Вот здесь у нас полностью в углу размещается баня. 12 свай, 108 диаметр, 3 метра длиной. Но 3-метровой сваи не хватило, так как у нас свая в земле не уплотнилась. Получается, пришли к мнению, что нужно наваривать вот такие удлинители метровые. И, соответственно, уже после того, как они наварены, пробная свая докручена, она все отлично уплотнилась, все хорошо. Ну что, вот и фундамент полностью смонтирован. Завинчена свая. Сначала 3-метровая, потом метровый удлинитель. Все выставлено в горизонтальную плоскость, по уровню, по нивелиру. Вот, все подрезано, засыпано пескобетоном, сухой смесью, и уже наварены оголовки. Очень много было изменений, ухода от проекта. Здесь вообще вот сейчас наружная стена вынесена вперед. Здесь должна была быть терраса. На террасу мы сделали больше. И она сделана так, что мы сможем по ней проходить прямо в дом. То есть, видите, там у меня есть дверь. Вот. Дальше по сваям смонтирована обвязка из доски 45 на 145 миллиметров сухой строганой. Полностью все сваи обвязались.
К основанию был прибит специальный брусок. Получается, вот сверху, с этого края отступил 2 сантиметра, прибил брусок. Сюда будет вкладываться черновой пол, на который укладывалась у меня черновая доска. На черновую доску расстилалась сетка от грызунов, потом гидроизоляционная мембрана. Все это пристреливалось при помощи степлера, раскатывалось. Вот, и дальше уже монтировались лаги размерами 45 на 190 миллиметров. Ну, в простонародье такую доску называют 50 на 200. Обузданный характер, волевой французский шаг. Сколько можно, да сколько нахрен? Сколько можно судьбе мешать? Поднимай свои знамена, мое лето примет бой. Ну а лучше бросай все к черту и еще раз просто спой. Пой, пой про безупречное лето во мне, сигарета в зубах, настроение на плюс. Зоя, кассета рифмует смысл жизни в слова, но братва уже слушает блюз. Но братва уже ломает блюз. Летом во мне, сигарета в зубах, настроение на плюс. Цоян, кассета рифмует смысл жизни в слова, но братва уже слушает блюз. Про безупречное лето во мне, сигарета в зубах, настроение на плюс. Цоя, кассета рифмует смысл жизни в слова, но братва уже слушает блюз. Но братва уже ломает блюз. Вот, доска, повторюсь, вся в каркасе у меня идет, используется сухая строганая. Чуть позже покажу, как она выглядит. После того, как у меня лаги смонтировались, я приступил к монтажу стен. По одной стене я собирал на основании. Все напилил полностью в размеры согласно проекту. Вот, и дальше уже собирал полноценные стены. 3 стены я поднял сам. 4-ю стену, вот эту, я ее не смог. Тут у нас получается из 6 досок такой брус центральный. Вот эту стену я поднять сам, конечно же, не смог. Физически не вывез. До определенного момента я ее поднимал, но потом не мог выше выжать. Волевой французский шаг. Сколько можно, да сколько нахрен? Сколько можно судьбе мешать? Поднимай свои знамена, мое лето примет бой. Ну а лучше бросай все к черту и еще раз просто спой. Пой, пой про безупречное лето во мне, сигарета в зубах, настроение на плюс. Зоя, кассета рифмует смысл жизни в слова, но братва уже слушает блюз. Но братва уже ломает блюз.
бесконечное летом во мне, сигарета в зубах, настроение на плюс. Своям кассета рифмует смысл жизни в слова, но братва уже слушает блюз. Безупречное лето во мне, сигарета в зубах, настроение на плюс. Своя кассета рифмует смысл жизни в слова, но братва уже слушает блюз. Но братва уже ломает блюз. Да, эта стена тяжелее вышла. Ну, еще не все закончено, друзья. Нужно ее зафиксировать. Позвал соседа, сосед мне помог. Я думаю, по-любому сосед у меня обязательно, Александр, побывает в бане, все оценит и даст тоже свои комментарии. Но это чуть позже. После того, как у меня смонтировались все стены, нужно было смонтировать вот этот конек. Конек также состоит наборный из... Я стесняюсь, да? Попытка номер 2. Переставил лестницу. Надеюсь, сейчас все получится. На другой чужой земле, под холодным я брать. Половина дела сделана. О! Ура! Я это сделал, господа. Надо где-то зафиксировать, чтобы у меня конек не съехал, никуда надо сделать. Он был самым хитрым. Отличненько. Вообще баня проект модульный, что ее можно разделить и перевести модулями. Но здесь у меня она стационарная, и никуда я ее перевозить не буду. Крепил все абсолютно жестко, чтобы нигде ничего не просело и не прогнулось. Все вы видели наличие снега. Огромное, там в одном месте получается метровый сугроб. Нагрузка давит, все хорошо, нигде ничего не покорежило, никакие стекла не лопнули. В общем, все отлично. После того, как я аккуратненько закинул конек, тоже немножко помучился с ним, вот, уже дальше начал монтаж стропил. Стропила также монтировались у меня из доски, получается, 45 на 190 или 195, могу немножко ошибиться, вот в таком размере, с шагом 590 миллиметров. Утеплитель туда вставляется очень хорошо и держится. Сданный характер, волевой французский шаг. Сколько можно, да сколько нахрен? Сколько можно судьбе мешать? Поднимай свои знамена, мое лето примет бой. Ну а лучше бросай все к черту и еще раз просто свой бой. Ой, про безупречное лето во мне, сигарета в зубах, настроение на плюс. Зоя кассета рифмует смысл жизни в слова, но братва уже слушает блюз. Но братва уже ломает блюз.
мне сигарета в зубах, настроение на плюс. Цоя, кассета, рифмует смысл. Аккумулятор все. Но братва уже слушает блюз. Про безупречное лето во мне, сигарета в зубах, настроение на плюс. Цоя, кассета, рифмует смысл жизни в слова, но братва уже слушает блюз. Но братва уже ломает блюз. Ну все, закреплено. Выглядит все это в таком формате. Сейчас, конечно, с этой высоты особо не видно. Было бы, наверное, красиво запустить квадрокоптер, но, к сожалению, запускать их нам нельзя. Следующим этапом после монтажа уже стропил я набивал контррейку, использовал контур утепления. Кстати, не сказал, наружные стены смонтированы из доски 45 на 145 миллиметров. Вот можно было утеплить 3 слоя, но чтобы сделать утепление более эффективным, сделали смену направления, горизонтально набили бруски также с шагом под утеплитель и потом вставляли утеплитель. Горизонтом на другой чужой земле, под холодным европейским фронтом постоянно снишься мне. На Монмартре поле битвы твоих мыслей обо мне. Он был самым хитрым, растворяя истину в вине, и все время повторял, что безупречное лето во мне, сигарета в зубах, настроение на плюс. Зоя, кассета, рифмует смысл жизни в слова, но братва уже слушает блюз. Но братва уже ломает блюз, слушает блюз. Но братва уже ломает блюз. После того, как утеплили, начал расстилать уже гидроизоляционную мембрану. Гидроизоляционная мембрана защищает слой, не пускает влагу вовнутрь, но если какие-то вдруг пары выходят, эта пленка выпускает. Настроение на плюс. Зоя, кассета, рифмует смысл жизни в слова, но братва уже слушает блюз. Но братва уже ломает блюз. По мере того, как я ее утеплил снаружи и закрыл гидроизоляционной мембраной, начал прибивать вент-зазор. По вент-зазору обрешетка, и дальше уже листовой материал использовался. На другой чужой земле, под холодным европейским фронтом постоянно снишься мне. Основание под гибкую черепицу. Как вы уже поняли, проект у меня барн, и все стены и крыша это является кровлей. Прибивал я гибкую черепицу, драконий зуб черного цвета, нынче очень модного, трендового, так сказать. Необузданный характер, волевой французский шаг. Сколько можно, да сколько нахрен, сколько можно судьбе мешать? Поднимай свои знамена, мое лето примет бой. Ну а лучше бросай все к черту и еще раз просто спой. Пой, пой про безупречное лето во мне, сигарета в зубах, настроение на плюс. Зоя, кассета, рифмует смысл жизни в слова, но братва
братва уже слушает блюз. Но братва уже ломает блюз. После того, как я забил стены, крышу полностью, я уже перешел утеплять баню вовнутрь. Вот теперь можно спокойно развернуть камеру и показать, как у меня здесь все сделано. Утеплитель заложен 200 миллиметров, все в распор, нигде ничего не пропускает. После того, как было утеплено, все было затянуто пароизоляционной пленкой. Как вы можете увидеть, вот альфа-барьер 1.0, по-моему, если я не ошибаюсь. Вот, полностью везде. Здесь даже у окна еще я не вырезал. Вот, с этой стороны у меня все стыки проклеены. Уже вот осталось у меня проклеить 2 стыка. Вот один и вот здесь вот один. Вот, но это чуть позже сделаю. Зимой я баней не занимался. Где-то, не с осени прошлого, но месяца 3 я к бане вообще не прикасался. После того, как у меня было утепление... Ой, друзья, прошу прощения, немножко напутал порядок. Сначала я сделал пол, чтобы можно было утеплять без последствий. Пол у меня утеплился, пароизоляция, обрешетка, листовой материал. Поверх этого листового материала, он садился полностью на саморезы и на клей. Поверх этого листового материала у меня использовался XPS. Вот. По верху XPS я уже монтировал, получается, листы ГВЛ. Вот. Сейчас, конечно, здесь грязно. Найду, где почище, подсниму. Вот. Монтировал ГВЛ и все закатал в гидроизоляцию. Давайте будем переходить дальше. Вот здесь у меня тоже инструмент различный. Вот здесь более наглядно видно. Все в гидроизоляцию затянут. Также смонтированы все гильзы. Здесь будет в этом углу будет инсталляция, там вход под воду. В том углу, если вы видите, раковина. Здесь вот душевой трап уже смонтирован. Вот. И сейчас вот так выглядит парилочка. Как здесь монтировался пол, вы обязательно увидите. Вот. После того, как у меня уже все было утеплено, мне нужно было вставить окна. Здесь у меня используется окно размерами 800 на 1800 миллиметров. Поворотно-откидная створка. Сразу скажу, что здесь используется теплый алюминий, не пластик. Хотя я знаю баню, где пластиковые окна работают очень даже неплохо. Никаких выделений они не выделяют, так как это правильная баня. А что значит правильная русская баня? Это не космические 100 с лишним градусов, когда у тебя уже уши в трубочку сворачиваются, а лайтовые там 40-60 градусов и хорошая влажность, когда ты лежишь на полке, кайфуешь и тебя еще парят. А если парит еще хороший грамотный пармастер, то это вообще просто супер. Потом, когда я окна вставил, уже, соответственно, парилочку я зашил перплитами полностью. Вот в таком формате. Чтобы до конца зашить мне перплитами, мне нужно было временно собрать печку. У меня здесь был смонтирован фундамент под печь. Дальше я выложил подиум из кирпичей. Вот, и временно собрал печку. Да, сейчас видно, что соосность немножко не соблюдена. Здесь в эту сторону нужно будет прорезать. Но на дымоход я тоже буду использовать одну специальную штуку, которую, естественно, вы дальше, если будете смотреть мои выпуски, увидите, как правильно, какие материалы нужно использовать. Дальше печка у меня будет демонтироваться. Здесь уже можно спокойно клеить плитку, обклеивать подиум, зашивать. После того, как обклеится подиум, устанавливать печь, зашивать за печью вот это место уже не горючими материалами и также обклеивать плитку. Кстати, кому интересно, печь у меня Гром 30, компания Технолит. Я уже попарился. Некоторые видели шортс, некоторые, кто подписан в Телеграме, видели, я показывал. Вот. Так что еще даже без дверей
я смог это сделать. Здесь висит такой парабарьер, парозахват. Вот, все, и я смог уже попариться в этой баньке. Конечно, это был не тот кайф, который бывает, но когда ты строишь своими руками, строишь для себя, это, конечно, дорогого стоит. Результат, когда получается. Также здесь вот вы можете видеть, что у меня не зашито пир-плитами. Я вот недавно только установил вентиляцию, кубасту. Вот, там можно видеть утеплитель. И сейчас вот это все пространство у меня также зашьется пир-плитами на пеноклей. Все проклеится вот так фольгированным скотчем. И никакой пар за эти плиты проникать не будет в утеплитель. И каркас будет служить мне очень долго. Что касаемо пола, еще бы хотел сказать. Здесь у меня по всей бане будет расстилаться теплый электрический пол. Вот вы видите выводы. Вот это датчик питания. Нагревательный мат сам. Сверху уже залита такая стяжка из наливного пола. Соответственно, тоже смонтирован трап, куда будет подводиться плитка и куда вся вода будет стекать. В русской бане воды очень много, и получается, что ей нужно куда-то деваться. Для этого, чтобы все просушивалось, делается теплый пол, ну и ногам будет приятнее, хорошая печка и трап. Все будет у вас отлично. Еще раз хотел бы сказать, что проект я изменил, вынес лицевую стену немножко вперед. Комната отдыха была поменьше, но я решил, что не буду экономить. Во-первых, я почему решил немножко изменить? Потому что парилка была небольших размеров. Вот сейчас данное помещение парное у меня составляет 2,5 на 3,5 метра. Здесь эта стена тоже немножко вышла. Вот за счет этого увеличился санузел. Здесь будет душевая кабина. Ну, не кабина, а будет своими руками буду делать, все подготавливать. И, соответственно, будет висеть обливное устройство, тропический душ. Там, повторюсь, инсталляция, раковина, вода, все будет входить. Также воды будет очень много в парном помещении, разводки. Это чтобы помыть пол, чтобы полить парящегося можно было, тоже установлю специальную лейку. И набор воды, там горячая, холодная вода для всяких потребностей. Вот такой курорт, оазис для себя я строю, от которого уже глаза радуются, кайфую. Сам процесс работы это доставляет удовольствие. Ну а когда уже смогу полноценно, хорошо попариться у себя в парном помещении, это будет, конечно, незабываемое ощущение. Уже выбрана отделка в парилку. Забегать вперед не буду рассказывать, что как, но будет очень круто. Также будут полки нестандартные вот эти жердочки, насесты, как в кинотеатрах, что вы пришли, сели и сидите. Кто-то пониже, кто-то повыше. А здесь, в русской бане, нужно лежать. В общем, будет круто. Друзья, как вы понимаете, работы у меня здесь еще не початый край. Помимо парного помещения нужно залить полы в санузле, в комнате отдыха. Когда эти полы зальются, настелится плитка. Отделка стен еще в комнате отдыха и помывочной в санузле я не решил какая. Вот, но сделаю что-то очень интересное и красивое. Обязательно следите. Я не останавливаюсь. Вот, и буквально, если посчитать, сколько времени я занимаюсь своей баней, у меня даже, наверное, месяца полтора не ушло на все на это. Если есть желание, идем к цели, ставим цели, достигаем их. В общем, это дорого стоит. На этой ноте, друзья, я буду с вами прощаться. Обязательно не переключайтесь, обязательно следите. Вот. Проект очень интересный. Помимо этого проекта есть много других. Когда будет полностью смонтирована терраса, будет, дай бог, стоять бассейн. Это будет, конечно, здесь прям вот такое место. Так что, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь, кто не подписан. Репостите, пишите комментарии, давайте свои советы, рекомендации. Вот к ним я тоже буду прислушиваться. И обратная связь, она всегда важна. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Вы были на канале Ренат Строит. Хочу вам пожелать всего самого наилучшего, крепких и теплых домов. Не болеть, не ловить всяческих вирусов.
мирного неба над головой, счастья, здоровья, любви. Всех благ вам, друзья. Вы были на канале Ренат Строит. Я Ренат. Пока-пока. Друзья, до встречи в новых выпусках. Будет очень круто и интересно.